Друзья, приветствую вас. Вечерний обзор. Давайте рассмотрим события, которые произошли и что ждать сегодня на вечерней сессии от ее закрытия. Так, ну вот экономический календарик, что тут у нас по поводу США. Число выданных разрешений на строительство, оно оказалось меньше, чем ожидалось, но при этом комплементарная статистика, объем строительства новых домов получилось чуть больше, чем ожидалось. Но здесь какой момент? Сейчас домов построили чуть больше, потом построят меньше. То есть это говорит о негативных ожиданиях в плане спроса на новые дома. Так, Лагард сегодня выступила по сырой нефти. Ну, хорошие запасы вышли, меньше, чем предполагалось. Соответственно, это позитив. Так, ну вот 10 российских регионов могут посадить на карантин. Ну, насчет того, что это будет карантин, не могу сказать. Скорее всего, это будет самоизоляция, потому что карантин, он подразумевает взятием государством на себя достаточно большого количества обязательств. Так, Россия запускает последнее крупное месторождение нефти. Звучит, конечно, пессимистично, но здесь, по сути, ничего такого страшного нету. По той простой причине, что текущая концепция развития зеленой энергетики, она подразумевает, что будет падать спрос на уголь, нефть и потом на газ. Вот, вполне может быть, что эти убывающие запасы наши, они, в общем-то, вполне окажутся в тренде, когда идет просадка спроса на горючие источники энергии. Так, далее SFD на фьючерс американского индекса SP 500, дневной таймфрейм. Но здесь, видите, мы болтаемся в проторговке. Пока, в общем-то, не то, что 3550, даже вот более высокую промежуточную цель 3590 не пробили. И чем дольше мы здесь находимся, тем больше вероятность того, что продолжится рождественское ралли, и мы увидим перехай. Так, ну вот из позитивного то, что VIX все-таки не отскакивает, то есть он идет ниже. Вот. Если здесь не происходит его отскока, а развивается движение с целью пробития 20, для рынков это будет весьма позитивно, и мы тогда увидим полнофункциональное новогоднее ралли. Так, ну далее по нефти, Brent, 4-часовой таймфрейм, но мы здесь имеем рост, и на текущий момент этот рост уперся в сильный уровень 44.75. На мой взгляд, здесь лимит движения наверх это 45,5. Вот наиболее вероятно, что в случае завтра пробития 44.75, здесь будет попытка закрепления и потом тестирование 45.3, 45.5. И вот от этого уровня наиболее вероятно возникнет разворот и, соответственно, разовьется движение, цель которого будет сходить вот сюда, вот в этот диапазон. Так, далее золото. Ну, по золоту у нас все-таки пошел понижательный тренд, закрылись ниже 1882. Сейчас на текущий момент, вот я ожидаю, что оно консолидируется над 1873-1872, вот в этом диапазоне, возможно, я так предполагаю, либо сегодня, либо завтра с утра будет отскок, цель которого движение на 1882 будет. Вот. Ну и в том случае, если сейчас будет добитие 1870, 1871, то отсюда, скорее всего, разовьется движение, цель которого будет 1866 и потом сходить на 1860. Но на самом деле, с моей точки зрения, вот эта формация, которая здесь образовалась, она далеко не факт, что свидетельствует о том, что будет движение вниз. То есть это больше похоже на пробой, вынос игроков, находящихся в позициях. И после этого здесь, я думаю, вполне возможно, мы сейчас по факту накопления получим волну роста. Ну и здесь есть как локальные поддержки, которые при пробое отменяют ближайший рост, так и глобальная, которая находится на 1860. Вот пробитие данного значения приведет к тому, что весь рост по данному инструменту наиболее вероятно будет расстроен и пойдет движение 1850, потом 1815. Вот. Я пока рассчитываю на то, что пойдет рост и отскок на 1882. Либо сегодня, либо завтра в первой половине дня. Так, друзья, ну сегодня аукционы прошли по размещению ОФЗ, там какую-то хитрую схему они трехступенчатую сделали, но в результате реализовали что-то не так много, как в последние разы, но вполне приличная сумма.
Там, по-моему, в пределах 50-60 миллиардов суммарно все это получается. Но поскольку план на размещение ОФЗ, он уже фактически выполнен, то, соответственно, здесь уже, по остаточному принципу идет это размещение. Вот, конечно, 50-60 миллиардов это не 300 миллиардов, но сумма в целом, в среднем это достаточно приличная для размещения. Ну и в таких случаях по факту проведения аукциона полагается рублю ослабнуть, но здесь у нас видите, как нефть, пока она подросла и держится на определенных значениях достаточно высоких для нынешних времен. Вот, и поэтому сейчас мы посмотрим, что ожидается по рубль-доллар. Так, рубль-доллар, дневной таймфрейм. Но здесь мы подошли к определенной демаркационной линии, которая находится на 75-75. Вот, сегодня мы ее покололи. Покололи как бы на 75-55 сходили, но не закрепились в этом диапазоне. Вот, здесь у нас фактически получается двойное донышко. И либо это двойное донышко отрикошетит в самое ближайшее время, хотя бы на 77.35. Или если такого не произойдет, то здесь у нас послезавтра разыграется пробой и движение, цель по которому будет 74,9. Может быть 75.15, но судя по тому, как вот здесь все это формируется, наверное, все-таки пойдет немножко ниже, и конечная цель будет находиться в районе 74,9, 74,85. Так, 4-часовик у нас указывает на то, что здесь произошел уверенный разворот. Цель этого разворота, первое движение, находится вот здесь, 76,45. И при приходе сюда и закреплении отсюда, соответственно, будет следующая фаза движения, цель которого вот этот волшебный уровень 77.35. Вот. И в том случае, если разворачивается движение вниз на укрепление рубля и пробивается вот этот шип 75,5, то мы здесь уже увидим движение, цель которого будет в район 75.15, а потом 74.85. Так, если переходить к часовику на USD Tomorrow, часовой таймфрейм, здесь у нас получается движение в диапазоне 76,1, 75-75. Я думаю, что не будет пробоя ни вверх, ни вниз. Сегодня основные события развернутся завтра. Но вот они, три белых воина. Вот, и поэтому, в том числе поэтому, не только поэтому, я думаю, что мы увидим все-таки с большей степенью вероятности отсюда коррекционный отскок. Но опять же, обращаю внимание, повторное пробитие вот этого значения 75,5, оно приведет к тому, что мы провалимся и будет движение сначала 75,15, потом 74,85. Вот, пока мне видится такой вариант развития, его вероятность невысока. Вот, но завтра все может поменяться. Все зависит от нефти. Если нефть уходит на 45,5 плюс, пробивает, то есть там 46 и 47, то мы, несомненно, увидим движение по направлению к 74,85. Если такового не происходит, то у нас здесь, с моей точки зрения, назрела необходимость коррекционного отскока. Так, друзья, далее евро-доллар. Но здесь у нас, по сути, не хочет он расти. Совершенно не хочет. И здесь у нас вот сейчас разворачивается движение. У этого движения ближайшая точка будет 1,1850. И в случае пробития 1,1850, 1,1845 цель движения будет 1,1815 как ватерлоу. Вот. Если такого пробития здесь не происходит, 1,1850, то у нас вот это все движение, оно перейдет в консолидацию, и тогда мы завтра увидим пробой 1,1892 и тестирование на пробой 1,1920. Сегодня сейчас закрытие, скорее всего, будет вот в этом диапазоне 1,1850, 1,1877. Так, друзья, рубль-евро, наверное, на вечерке смысла рассматривать нету, там ликвидность не очень большая. Давайте посмотрим американские акции. Вот прислали вопросы по поводу Боинга, Теслы и, по-моему, Месси, еще там какая-то такая волшебная акция американского ритейлера. Сейчас все ее очень активно обсуждают. Но давайте вот начнем с Боинга. Месячный таймфрейм. Вроде бы дела у Боинга
подзаладились. Вот. Есть вполне как бы цели вверху для отскока. Ранее мы их обозначали. Конечная цель для вот этого отскока — это возврат сначала на 360-370 и потом тестирование вот этого перехая. Вопрос, когда это произойдет. Так, ну сейчас вот к недельному таймфрейму, если переходить, пошел вот этот достаточно сильный импульс движения отсюда. В чем здесь заключается загвоздка? Вот с технической точки зрения он должен закрепиться выше 200. Вот если он закрепляется, эта неделя закрывается выше 200, то тогда высока вероятность того, что до Нового года мы увидим проторговочку в этом диапазоне и попытку пробить 235. Вот. Отсюда у него цель движения первая — это закрытие вот этого гэпа и отработка 270. 270-265, вот сюда, вот в этот диапазон. В том случае, если пробивается на объеме и происходит проторговка и закрепление выше этого уровня. Далее, если здесь все удачно, пришли, проторговались, закрепились, то следующий импульс движения отсюда, который возникнет, будет направлен вот сюда, вот на 371-367, в этот диапазон. Но если мы не закрепляемся на 200, и у нас закрытие недели будет где-то на 190-185, то отсюда наиболее вероятно пойдет откат, и цель этого отката будет возврат сначала на 165 и потом тестирование на пробой 142. Вот здесь, если пробьет, то уже пойдет сползание с конечной целью на 89-90. Вот. Пока такой сценарий мне видится маловероятным. Все-таки Boeing — это достаточно крупная компания, у нее есть и военные подразделения. Вот. Но здесь надо признать тот факт, что действительно спрос на самолеты, он будет очень медленно настраиваться, налаживаться. С чем это связано? Но это связано, во-первых, с тем, что вот эта вся ковидная история, она не завершена. И в первую очередь она, конечно, будет давить на авиаперевозчики. Вот. Соответственно, то есть, если авиаперевозчики не летают, нет потребности в авиапарке и в запчастях. И поэтому, как ни крути, даже если по минимуму закладывают восстановление авиаотрасли, выход на уровень 2019 года, это где-то 3 года, начиная с текущего момента, то вот как бы можно прикинуть, в течение какого времени Boeing будет находиться в подвешенном состоянии. Да, там были прогнозы, что все там к концу 2021 года будем летать больше, чем в 2019 году. Но, смотрите, во-первых, ситуация с тем, как развивается вот эта эпидемия, она несколько непрогнозируема. То есть она как бы нарушила большинство планов и, ну скажем честно, она вышла из-под контроля. Вот, и поэтому все-таки, я думаю, авиастроительные компании и авиакомпании, они будут находиться под достаточно большим давлением. Вот, поэтому здесь, с моей точки зрения, либо какую-то короткую идею рассматривать, ну, например, отработку 265-270, вот сюда, вот этого диапазона, или его купить и забыть, там, на 5-10 лет. Потому как в такой ситуации, я думаю, что при практически, с вероятностью 90%, такая компания, как Boeing, государство американское ее не оставит. И так или иначе ее будут не только удерживать на плаву, но и загружать заказами. И она, я думаю, все равно будет куда-то сюда по стоимости возвращаться рано или поздно. Но и надо отдавать себе отчет, что если реализуется тот сценарий, который я считаю наиболее вероятный, это W-образное, и тем более, если L-образное восстановление, то есть когда по пологой практически идем, то мы можем увидеть, в общем-то, проседание акций этой компании и существенно ниже 89, которые мы здесь получили. Это будет связано с тем, что просто все обвалится и уйдет в пол. Так, друзья, далее вопрос был по Тесле. Там масса позитива и рост на фоне включения в индекс S&P 500. Но здесь потолок движения это 502,4. Ну, по-хорошему 503-505 диапазон. Вот, скорее всего, на текущий момент времени высока вероятность того, что от этого значения пойдет разворот и коррекционный откат. Цель этого отката будет движение в районе 420-400.
А может ли она вырасти на 1000, 1500 и 2000? Вполне может. Если будут выносить шортистов здесь очень активно, вот, то она улетит просто в небеса. Но я все-таки больше склоняюсь к тому, что вот от этого значения с высокой степенью вероятности либо произойдет отбой и движение в район 400-350, либо ну хотя бы какой-то коррекционный откат, цель которого будет, ну 430, наверное, не будет, а вот на 410 или 420 он сходить должен. Так, ну и дневной график, здесь просто заглядение, сплошная пила, одни гэпы, просто гэп на гэпе, гэпом погоняет. Так, ну здесь, наверное, все-таки наиболее вероятно, что вот это движение на 502.4, 503, оно все-таки дойдет, завершится. И, соответственно, от этого значения, а может быть от текущего, будет отбой и коррекционный откат. Цель коррекционного отката движение на 440, 435, вот сюда, вот в этот диапазон. Вот. Далее, если происходит пробой 430, то мы сразу уходим в район 400-405, вот сюда вот. Но здесь по поводу Теслы ситуация с моей точки зрения очень простая. Если очень хочется купить ее на долгосрок, надо четко понимать, что это мечта. Ну, то есть Илон Маск ее очень удачно преподнес, завернул, надо отдать должное гению, его и техническому, и маркетинговому. И поэтому, ну, если вы верите, можно ее, конечно, покупать на небольшой процент в ожидании 1500-2000. Но я бы не рекомендовал это делать, потому как это очень рискованно. Движение здесь носит достаточно такой сильный характер и вверх, и вниз. Вот, по мультипликаторам она стоит очень дорого. Здесь все зависит от того, насколько она умело попадет в цикл перехода на зеленую энергетику. Вот, если действительно будет переход идти опережающими темпами, то эта компания она может показать просто феноменальный рост. И, соответственно, здесь значения стоимостью акций, они будут измеряться тысячами, а потом, наверное, и ближе к 10 тысяч значениям. Но если что-то пошло не так, или какие-то нестыковки возникнут, она может очень сильно сложиться. Вот, с учетом того, что она по мультипликаторам стоит все-таки очень дорого, я, конечно, понимаю, сейчас кто-то, наверное, скажет, что сейчас все по мультипликаторам стоит дорого. Но здесь надо понимать, что ее деятельность, она во многом очень адвантажна и рискована. Вот, и поэтому здесь, с моей точки зрения, для долгосрочной инвестиции эта акция, она достаточно рискована. Лично я бы, наверное, все-таки бы склонился бы, например, к эфириуму, а не к акциям Теслы. Вот. Но это мое субъективное мнение, и никто не обязан его следовать или копировать каким-то образом. Итак, резюмирую. По 4-часовому таймфрейму высока вероятность отскока от текущего значения либо от 503. Вот. Я не знаю, эту акцию я бы сейчас не трогал бы вообще. Потому что ее движение, оно очень резкое, и оно порой не совсем предсказуемо и до конца понятно. Так, ну вот что касается Мэйси, ритейлер. Так, ну здесь, с моей точки зрения, акции этой компании на долгий срок очень рискованы. Очень рискованы. В целом здесь вполне может состояться отскок, цель которого движение это 16, вот сюда вот, на 16. Но по большому счету, эта компания, она может и сложиться. Я так понимаю, дела у нее идут не айс. Так, ну вот от месячного переходя к недельному таймфрейму. Здесь у нас по сути инициация движения, и цель этого движения это потестить на пробой 10,4, 10,5. Вот если пробой возникает этого значения и начинается консолидация, то у нас в обозримом будущем будет движение, цель которого 16. Вот. Но обращаю внимание, что здесь, судя по тому, как происходит движение котировок акций этой компании, достаточно у нее сейчас, как мне видится, положение шаткое. Так, ну и вот глядя на дневной график, могу следующую вещь сказать, что если закрытие на этой неделе происходит выше значений 9,4,
то вполне вероятно, что на следующей неделе рост продолжится, и мы увидим тестирование на пробой 10,5. Но здесь какой есть у нее момент. Вот если возникает коррекционный откат, и этот откат пробивает 8,5-8, вот этот диапазон, то я так думаю, мы отсюда увидим, ну, как минимум откат на 7, а вообще возможно и возврат вот сюда, вот к этому значению. Да, у нее сейчас пошел очень сильный рост, вот, но здесь есть определенные вопросы в части того, как этот рост образовывался, и по сути я так думаю, что пока окончательно вопрос, ну скажем так сказать, с высокой степенью вероятности, что рост от текущего значения продолжится, мне видится маловероятным. Хотя вполне как бы, если вот неделя закроется выше 9,3, 9,4, то уже на следующей неделе или через неделю мы увидим разгон на 10,5. Ну, сейчас новогодние праздники, и на новогодние праздники ее вполне могут подразогнать и повыше. Но я бы в долгий срок эту компанию не рассматривал. Все, друзья, спасибо за внимание.